В Японии, недалеко от печально известного города Нагасаки, расположен причудливой формы город-остров, который в свое время прозвали крейсер за свою схожесть с боевым кораблем имперского флота Японии. Ранее город шахтеров, на данный момент заброшенный, постапокалиптичного вида город-призрак, невероятные декорации к тому, как выглядели бы города без людей. Если вам понравится видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокол, пишите ваше мнение в комментариях и по возможности делайте репост. А с вами канал Кракен Спрут. Добро пожаловать! Хасима или же Хашима, принадлежащий Японии остров в Восточно-Китайском море, находится в 15 километрах юго-западнее от города Нагасаки. В переводе обозначает «пограничный остров». Также используется более распространенное и популярное название в Японии Гункадзима, что в переводе обозначает «крейсер». Такое название город получил в прошлом, примерно в 1920-х, когда репортер одной из газет сфотографировал остров с воды и заметил очевидное сходство с армейским кораблем флота Японии под названием Тоса. История же данного места берет свое начало в 19 веке. Хотя и до этого он представлял собой небольшой остров, использовавшийся рыбаками из Нагасаки и Такасимы как место временного пребывания, в 1810 году на нем были обнаружены запасы угля. В 1887 году первую шахту на Гункадзиме основал клан Фукахори, впоследствии продав в 1890 году остров за 100 тысяч йен концерну Mitsubishi. В 1895 году компания открыла новую шахту глубиной около 199 метров. По итогу под островом было несколько шахт, глубина которых доходила до 600 метров ниже уровня моря. Землю, добытую в шахтах, стали использовать для увеличения территории острова, характеристики которого были следующими. Ширина 160 метров, длина 500 метров, протяженность береговой линии 1,4 километра, общая территория 6,3 гектара. Благодаря успешной добыче угля и все большему количеству приезжих рабочих, на Хасиме было принято решение начать строительство жилых помещений для рабочих и их семей, а также инфраструктуры для нормального проживания на острове. Территория острова была обнесена железобетонной стеной для предотвращения размытия грунта и защиты от волн. В 1916 году население города составляло более 3000 человек, а за все время было возведено около 30 многоэтажных жилых домов, госпиталь и кладбище, школа, детсад, плавательные бассейны, храмы, кинотеатры и клуб. Было 25 магазинов. Подобные бетонные многоквартирные дома таких масштабов для Японии впервые были опробованы как раз на Хасиме. К 1930-му остров стал самым серьезным промышленным центром, где помимо шахт появились военные предприятия. Строительство жилых домов продолжалось даже во время Второй мировой войны, а в 1941 году на Хасиме был установлен мировой рекорд по добыче 410 тысяч тонн угля. В период Второй мировой войны на принудительные работы на подводных шахтах Mitsubishi на острове Хашима были доставлены военнопленные китайцы и корейцы, которые погибали в бесчеловечных условиях. По разным подсчетам, жертвами беспощадной эксплуатации на шахтах стали 1300 привезенных сюда пленников. А поскольку угольные шахты располагались прямо под морским дном, пленным приходилось спускаться в недра по узким проходам. Эти же проходы в шахтах были настолько узкими и низкими, что рабочим нужно было передвигаться на корточках и работать нередко в таком же положении. При этом каторжники подвергались постоянному риску. В подземных туннелях копились ядовитые газы, которыми им приходилось дышать. Нередко случались обвалы и связанные с ними трагедии. По воспоминаниям выживших очевидцев, каждый месяц в шахтах погибало несколько человек, и это считалось нормой. Тела погибших не хранили, их кремировали, вывозя на небольшой остров вблизи Хашимы. Из воспоминаний бывшего пленного корейца Су Жангву: нас запихнули в здание на краю острова. 7 или 8 из нас поместили вместе в крошечной комнате, дав каждому не более чем несколько футов пространства. Постройки были сделаны из железобетона и снаружи побелены, но внутренняя отделка была отвратительной и отваливалась кусками. Нам выдали рабочую одежду, похожую на рисовые мешки, и заставили работать на следующее утро после прибытия. За нами постоянно наблюдала и охраняла нас японская стража.
Некоторые из конвоиров были вооружены мечами. По его словам, многие из рабов не выдерживали адских условий, предпочитали покончить с мучениями. Также пропадали без вести, о судьбе многих каторжников до сих пор ничего не известно. Эта тема до сих пор является ужасным темным пятном для страны, о котором вновь напомнили в 2008 году, когда было предложено включить Хосиму в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Южнокорейские власти напомнили миру, что история острова омрачена событиями Второй мировой войны, о корейских пленных, использовании их в тяжелых условиях труда, о гибели и страдании людей в шахтах под Хосимой. Закончилось использование рабского труда только после того, как Япония проиграла во Второй мировой. Пострадавшим и выжившим впоследствии ни от японских властей, ни от компании Mitsubishi никаких компенсаций не последовало. Тем не менее, в 2015 году на 39-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО остров Хосима был включен в список. В 1958 году на Хосиме была построена больница и огромная семиэтажная школа. Это были последние крупные здания, возведенные на острове. Через год своего пика достигло и население на 6 гектарах острова, 60% которого были жилыми, проживало 5259 человек, что делало Хошиму в течение 50 лет самым густонаселенным местом на планете. В 1974 году шахты иссякли. Компания Mitsubishi приняла решение полностью закрыть производство на фабриках и добычу угля на Хошиме. Огромное количество людей остались без работы, что в свою очередь повлияло и на магазины, школы и другие сферы услуг в городе, в связи с чем все жители были вынуждены покинуть Хосиму в течение нескольких недель. Вещи и имущество приходилось оставлять из-за огромной стоимости перевозки по морю. Город, ставший призраком, впоследствии представлял интерес только для мародеров. Коллекционеры готовы были платить большие деньги за предметы, найденные на нем. А тем временем самое густонаселенное место на Земле превратилось в заброшенный жуткий остров. Улицы, ранее наполненные людьми, стали напоминать страшные декорации из фильмов ужасов. К слову, по подсказке справа вверху и в описании вы сможете посмотреть видео про город Централия, который послужил прототипом пугающего города Silent Hill из одноименной серии фильмов и игр. Неудивительно, что такое место, обладающее невероятной атмосферой, не могло остаться для людей незамеченным. К тому же остров стал своего рода шкатулкой с драгоценностями для так называемых черных копателей, которые готовы были наживаться на чем угодно, даже чужом горе. В связи с чем было принято решение на полный запрет посещения острова. Нарушение этого запрета иностранцами влекло за собой депортацию из страны, а местным грозило до 30 суток ареста. И несмотря на бетонные стены, природа берет свое. Тайфуны и другие стихии постепенно разрушают мистическое место. Видно аварийное состояние зданий, всюду видны разрушения и хлам, разбитые окна, пустые классы в школах и старые игрушки. Постройки, которые находятся в океане и к тому же не имеют обслуживания, с годами постепенно превратились в каменные ветхие сооружения, покрытые зеленью. Находиться на узких улочках города стало опасно. Но так как место среди туристов популярно, в данный момент посещать остров разрешено с экскурсией по специальному безопасному оборудованному маршруту. Как интересный факт, остров стал местом съемок фильмов 007 «Координаты Skyfall», «Атака титанов», где большую часть съемок провели на Хосиме, а также фигурировал в документальном фильме канала History «Жизнь после людей». Также сервис Google Street Wave в 2013 году дал возможность всем желающим побывать на острове Хосима, где можно увидеть недоступные в настоящее время туристам кварталы острова, а также побывать внутри заброшенных зданий. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Такова была история удивительного острова с темным прошлым. Острова, представляющего собой уникальный проект и невероятные рекорды. Острова, чьи пустые оконные рамы в многоэтажных заброшенных домах вызывают жуткое ощущение безысходности. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокол и делитесь этим видео. А с вами был канал Кракен Спрут. До встречи.